Новогодние традиции в Испании – это что-то спокойное и милое. Ты просто ни разу не видел, как вся страна старается запихнуть 12 виноградин за 12 секунд. Как будто участвует в новогоднем реалити-шоу. Кто успеет и не подавится от смеха. И что забавно, этой традиции уже более 100 лет. Но 90% иностранцев вообще не понимают, зачем это делать, откуда это взялось и как съесть эти виноградины так, чтобы потом не выглядеть туристом, который еле выжил в эти праздники. Сегодня я покажу тебе самые необычные и удивительные новогодние традиции Испании. Те, которые каждый год шокируют иностранцев. Разберем все легко, по-человечески и с уважением к культуре. И, кстати, в конце видео тебя ждет маленький, но очень сильный испанский новогодний лайфхак, который обожают сами испанцы, зато иностранцы о нем почти никогда не слышали. Так что оставайся до самого конца. Оля! Я Наталья, живу в Испании уже почти 20 лет и каждый день работаю с культурой, языком и настоящей испанской жизнью. На этом канале я показываю Испанию такой, какая она есть. Искреннюю, эмоциональную и очень человеческую. Так что, если ты хочешь понимать не только испанские слова, но и самих испанцев, оставайся со мной. Ну что, теперь начинается самое интересное, потому что испанские новогодние традиции – это не просто про виноградины и не про Feliz Año Nuevo. Это про эмоции, хаос, суеверия и маленькие культурные детали, которые объясняют абсолютно все поведение испанцев в эту ночь. И когда ты их знаешь, ты не просто празднуешь Новый год в Испании. Ты начинаешь чувствовать себя частью этого праздника. Почему испанцы празднуют Рождество неделями? Если ты думаешь, что в Испании Рождество – это только 24-25 декабря, то нет. Это марафон. Настоящий праздничный марафон выживания. С 22 декабря по 6 января почти каждый день что-то происходит. 22 декабря – Эль Гордо. Самая большая лотерея в стране. 24-е – семейный ужин. 25-е – Рождество. 28-е – день шуток, как наше 1 апреля. 31-е – виноградины и бой курантов. 1 января – попытка выжить после бурной ночи. 5 января – парад королей. 6 января – подарки. И между всеми этими датами бесконечные встречи, походы к родственникам, друзья друзей. Зайди на минутку, пойдем выпьем кофе. Приходите все. Для иностранцев это выглядит как хаос. Для испанцев же это самая теплая часть года. Потому что Рождество здесь это совсем не про елки и подарки. Это про то, чтобы быть вместе. Много. Очень много. Иногда слишком много. И вот почему говорят, если ты пережил рождественский марафон с испанской семьей, ты можешь все. И сейчас ты поймешь, что я имею в виду. Если ты думаешь, что 24 декабря в Испании это что-то яркое, шумное или веселое, нет. Это один из самых спокойных вечеров за весь декабрь. Ночебуэна, так ее называют. Это семейный ужин. Очень тихий, очень домашний, без вечеринок, без громкой музыки, без «все побежали» и «я побежал». Это вечер, когда вся семья собирается в доме родителей либо бабушки. Иностранцы постоянно в этот день ждут фейерверков, концертов, либо прогулки до утра. Но испанцы в этот день чаще всего сидят за столом, едят и разговаривают. И все. И самое забавное, многие молодые испанцы шутят, что Ночебуэна – это вечер, когда ты очень любишь свою семью. Но примерно к 11:30 вечера начинаешь искать способ тихо уйти из-за стола. Потому что атмосфера очень теплая, но, честно скажем, иногда слишком тихая. И вот почему иностранцы ошибаются. Они видят новогоднюю рекламу, огни, рождественский хаос и думают, что 24 декабря будет супер праздником. Но на самом деле это вечер уважения, традиций, спокойствия.
такого семейного баланса. А настоящий взрыв энергии в Испании начинается позже, 25, 31 и 5 января. Так что если тебя впервые пригласили на Noche Buena, ожидай не вечеринку, а теплый, семейный, интимный даже ужин, где ты за 3 часа узнаешь всю семейную историю. Откуда приехали прадедушки и кто с кем в семье уже не разговаривает последние 12 лет. И вот мы подошли к самой сумасшедшей части испанского Нового года, той, которая каждый год удивляет иностранцев больше всего. 12 виноградин, 12 ударов часов, 12 секунд. И да, это выглядит именно так, как ты сейчас представил. Испанцы сидят перед телевизором, вокруг шум, смех, бокалы. И тут начинается коллективная попытка успеть съесть 12 виноградин, как будто кто-то запустил национальный челлендж. Кто успеет и не подавится. И самое смешное, никто эти виноградины в обычной жизни так быстро не ест. Столько скорости нет даже в спорте. Почему это они делают? Это древняя традиция начала 20 века. Символ удачи. Каждая виноградина приравнивается одному месяцу удачи. Не успел? Ну, готовься, будет веселый год, как говорят сами испанцы. И да, вот что иностранцы делают практически всегда неправильно. Они начинают глотать виноградины целиком, причем для этого выбирают неправильный виноград. Испанцы же заранее чистят, либо же покупают уже готовый к употреблению виноград и только потом едят. Поэтому они такие быстрые. Маленький секрет. Если хочешь выглядеть своим, возьми самые маленькие виноградины, иначе ты неминуемо подавишься. А теперь самое удивительное. Эта традиция каждый год попадает в новости. Кто-то начал смеяться и все выплюнул. Кто-то решил есть раньше времени. Это настоящий новогодний испанский режим выживания. И вот после такого марафона можно наконец-то сказать: «Sí, ya es año nuevo». И вот еще одна вещь, которая каждый год удивляет иностранцев. На новогодних праздниках в Испании испанцы почти не говорят «adiós». Даже 31 декабря, даже когда уходят с вечеринки, даже если человек не близкий. Почему? Потому что в новогодний период звучит так, будто вы больше никогда не увидите. Как будто, ну все, до свидания навсегда, удачи в другой жизни. Это слишком финально, слишком драматично, почти как закрыть дверь на ключ. А в Испании декабрь – это совсем про другое. Здесь люди не прощаются навсегда, а как будто говорят: до встречи, мы еще увидимся, мы никуда не исчезаем. Поэтому вместо «adiós» в декабре и январе все говорят «hasta luego», «hasta pronto», «nos vemos». И вот самая милая новогодняя фраза, которую иностранцы практически никогда не понимают. «Nos vemos viene» – «увидимся в следующем году». Слышится так, будто это будет через вечность. А по факту это может быть уже завтра, через 2 дня, либо даже через пару часов. И это такая маленькая испанская шутка-пожелание. Мы остаемся на связи, год заканчивается, но мы остаемся рядом. То есть сказать «adiós» – это слишком резко и холодно в эти дни. Сказать «hasta luego» – это по-испански тепло. Сказать «nos vemos el año que viene» – идеально для новогодних дней. И да, если ты скажешь «adiós», испанец может реально удивиться. Конечно, он не обидится, нет. Но, скорее всего, он подумает, что вы не хотите нарушать личные границы, либо ваше отношение с ним не такое близкое. Поэтому в декабре мой тебе совет – только hasta luego. А теперь традиция, которую я считаю слишком опасной, потому что она каждый год вызывает обиды, скандалы, удаленные переписки и иногда даже испорченные праздники. И это «El amigo invisible» – испанская версия тайного Санты. Сначала все выглядит мило. Все тянут бумажки, выбирают имя, покупают подарок. И вроде бы что может пойти не так? А вот теперь слушай. Главная проблема в Испании – никто не соблюдает бюджет. Если договорились на 10 евро, один принесет подарок на 3, другой на 25, потому что он очень хочет наладить отношения как раз именно с этим человеком, что ему выпал на бумажке. Третий сделает креативный подарок от себя, который никто не понял. А кто-то купит что-то настолько личное, что человек просто покраснеет. И еще хуже, люди очень сильно ожидают,
кто им попадется. И если попадается не тот человек или подарок оказывается странным, все. Праздник превращается в маленькую эмоциональную драму. Испанцы же об этом шутят, но внутри у всех одно и то же чувство. А что обо мне подумали, раз подарили мне это? Либо еще хуже, да что он, либо она вообще себе возомнил. Либо возомнила. Вот тебе реальный пример. Человек дарит коробку польворонес. Это сухие печеньки-прянички, которые все испанцы едят в эти дни. Человек получает носки, и оба сидят с одинаковыми выражениями лица. Bueno, pues nada. Felices fiestas. А еще хуже, когда подарок слишком дорогой, потому что все вокруг себя чувствуют виноватыми. И атмосфера из праздничной превращается в неловкую. Поэтому многие испанцы каждый год говорят: все, больше не участвую. И потом снова участвуют, потому что, так как бы принято. Но вот почему эта традиция все равно живет. Потому что это момент, когда люди пытаются показать внимание друг другу. Да, иногда неловко, иногда криво, иногда смешно. И теперь, когда ты знаешь этот нюанс, ты будешь смотреть на Amigo Invisible не как на игру, а как на маленькую испанскую психологию в действии. И самое забавное, следующая традиция удивляет иностранцев еще сильнее. Если ты думаешь, что испанский праздничный стол – это спокойные разговоры? Нет, потому что испанская семья за столом – это отдельная форма искусства. Это одновременно шоу, подкаст, семейная терапия, стендап, драма и немного любовных сериалов. И вот что происходит каждый год. Madre mía, la que se viene. Дословно, мама дорогая, что сейчас начнется. Так говорят, когда видят стол, людей, шум или когда понимают, что сейчас будет что-то очень веселое, либо очень шумное. Используется она как предчувствие хаоса. Venga, va, que me lío. Это, как правило, говорит тот, кто помогает накрывать стол и уже сам не понимает, что делает. Перевод: давай, пока я окончательно не запутался. Испанцы все время путаются, суетятся и запутывают друг друга. No me seas rancio. Одна из самых характерных фраз в эти дни, дословно, «не будь занудой», либо «не будь кислым». Говорят тому, кто отказывается от еды, напитков, не хочет фотографироваться, не поет в караоке, не улыбается или просто сидит слишком серьезный. Это очень по-испански. Всех подбадривать, даже слегка подталкивая. Esto es un follón. Дословно это полный хаос, бардак и так далее. Эту фразу говорят всегда, когда еды слишком много, когда людей слишком много, когда шум, когда подарки перепутались, когда кто-то снова уронил бокал или просто когда атмосфера стала слишком испанской. Bueno, bueno. Bueno – одна из любимых испанских фраз. Это универсальная реакция на все. На подарок, на шутку, на скандал, на тост, на перепутанную тарелку. Интонация решает все. Удивление, возмущение, восхищение или «я ничего не понял? Да ладно». И вот почему иностранцы теряются. Потому что эти фразы звучат как подколы, либо даже наезды. Но на самом деле это не ссора, не конфликт. Это просто выражение эмоций по-испански. Это нормальное обращение. Так испанцы живут. Так они чувствуют праздничный день. Громко, тепло, эмоционально и чуть-чуть сумбурно. И когда ты понимаешь их выражение, ты понимаешь и сам ритм испанской семьи. Если ты думаешь, что Feliz Navidad – это универсальное поздравление, которое подходит в любой момент, то сейчас я тебя слегка удивлю. Для испанцев эта фраза не такая публичная. Как это может показаться иностранцам? Испания – это очень теплая страна. При этом удивительно неформальная культура. И Feliz Navidad – это почти интимное поздравление в данном случае. Что-то вроде «Мы знакомы, у нас есть связь, я желаю тебе чего-то искреннего». Поэтому если ты скажешь незнакомому кассиру «Feliz Navidad», он, конечно же, улыбнется. Но внутренне может подумать: окей, спасибо, но мы разве знакомы? Важно понимать контекст. Когда можно говорить Feliz Navidad? Семье, друзьям, соседям, коллегам.
людям, с которыми уже есть контакт. Продавцу, официанты, которого ты видишь регулярно в твоем самом любимом кафе либо ресторане. И когда лучше не говорить «Feliz Navidad», это незнакомым людям, в случайных ситуациях, когда разговор занимает 10 секунд. Например, когда просто оплачиваешь кофе в новом кафе. Испанцы в таких случаях предпочитают что-то нейтральное. Felices fiestas – самое универсальное и то, что я действительно советую применять в эти дни. Que pases buenas fiestas. Хорошо тебе провести эти праздники. Que tengas una buena entrada de año. Хорошего начала года. Они звучат легче, ненавязчиво и создают ощущение близости там, где ее нет. А вот Feliz Navidad – это уже персонально. И когда ты это понимаешь, твоя речь звучит более естественно, чем у большинства иностранцев. Если ты думаешь, что Рождество в Испании – это уютно, красиво и недорого, то нет. Это самый дорогой и самый хаотичный период года. Испанцы тратят в декабре больше, чем в любой другой месяц. Причем тратят не потому, что так хочется, а потому, что надо. Подарки, ужины, кава, украшения, покупки и, конечно, бесконечный деталлитос. Маленькие подарки всем подряд. И вот из-за этого начинается самое смешное – рождественские споры. ¿Quién paga este año? Кто платит в этом году? No, esta vez pago yo. Нет, в этот раз плачу я. Os lo digo, no quiero líos. Говорю вам, только без споров. Итог – все равно спорят. Для иностранцев это выглядит странно, а для испанцев это часть их культуры. Кто пригласил, тот обычно платит. А если ты отказываешься, ты как будто отвергаешь приглашение и отношения с самим человеком. И чем ближе к 24, 25 и 31 декабря, тем больше таких разговоров. Особенно с родителями. Это уже отдельная рождественская битва, но очень теплая и семейная. И да, именно поэтому испанцы говорят «Diciembre me deja temblando». Декабрь оставляет меня дрожащим, в смысле без денег. И вот именно после всего этого декабрьского хаоса самый логичный вопрос, который задают иностранцы, хоть 31 декабря все по-настоящему празднуют? И вот тут начинается самое интересное, потому что Новый год в Испании – это не самый главный праздник. Вот еще один культурный шок. 31 декабря в Испании – это не главный праздник года. Серьезно. Для детей главный праздник – это 6 января – Día de Reyes. Для взрослых 24-25 декабря – семейное Рождество. А Новый год получается просто ночь между. Небольшая пауза между важными датами. Да, есть виноградинки. Да, есть бой курантов. Да, все наряжаются красиво. Но внутри совсем другое ощущение. Нет сильного смысла, нет ритуалов, нет особой традиции, кроме винограда и бокала кава. Поэтому для испанцев Новый год – это как маленькая передышка посреди большого рождественского марафона. И вот почему ты здесь не увидишь грандиозных салютов, долгих речей, масштабных гуляний. Потому что настоящий, самый мощный праздник в Испании совсем другой. И сейчас ты поймешь почему. И вот сейчас момент, который удивляет почти всех иностранцев. При всей этой шумной новогодней атмосфере с виноградинками, боем курантов, смехом и вечеринками, для испанцев Новый год все равно не главный праздник. Почему? Потому что он веселый, но пустой. Яркий, но без глубоких традиций. Эмоциональный, но совсем не семейный. Он как красивая обложка без книги внутри. Если Рождество – это эмоции, семья, традиции, а Día de Reyes – главный день подарков и детского счастья, то Новый год – это просто веселая пауза между двумя настоящими праздниками. И вот что самое интересное, самый настоящий, самый испанский, самый безумный праздник года вообще не зимой. Он летом. 23 июня – Noche de San Juan. Это ночь, когда испанцы гуляют до рассвета, зажигают костры на пляжах, пускают огромные фейерверки,
танцуют, смеются, прыгают через огонь, бросают петарды, и вся страна превращается в один большой праздник. И после Сан-Хуан Новый год просто кажется маленьким, милым, но не тем самым праздником. Нет огня, нет пляжей, нет летней ночи полной людей. Нет того самого хаоса, от которого вибрирует вся страна. Только виноград и бой курантов на самой главной площади страны. Поэтому испанцы говорят с легкой улыбкой: «El año nuevo, bueno, es lo que hay». Ну, Новый год, что уж есть. А настоящий взрыв эмоций для них это летом. Ну что, теперь ты понимаешь, почему Новый год в Испании такой странный, громкий, хаотичный и совсем не главный. Для испанцев настоящий праздник – это когда эмоции, люди, свет. Да и вообще в любом случае испанцы всегда любят повеселиться и хорошо провести время. А повод, как говорится, им только подай. Поэтому после 31 декабря они просто улыбаются, отходят от еще одной бурной ночи и готовятся к детскому дню подарков. А вот летние праздники – это уже другое дело. Но раз мы уже говорим про праздники, у меня для тебя есть маленький сюрприз. Такой, который пригодится прямо сейчас. Испанцы никогда не говорят просто «Feliz Navidad». У них есть десятки красивых, теплых, эмоциональных поздравлений. И они звучат совсем иначе, чем наши. И чтобы ты мог поздравить своих испанских друзей, коллег, соседей, я подготовила праздничный набор фраз на Рождество, на Новый год, на Día de Reyes и даже короткие поздравления для открыток и сообщений. Это очень красивые, очень испанские, и они идеально подходят для декабря. Хочешь получить этот набор? Просто напиши под этим видео в комментариях «Новый год по-испански», и я расскажу, как тебе его скачать. И пока ты пишешь, скажу еще одну важную вещь. В декабре и в январе ко мне всегда приходит много новых студентов. Поэтому, если ты хочешь наконец-то заговорить по-испански уверенно, не так, как учат в учебниках, а так, как говорят сами испанцы в жизни, я буду рада помочь. На индивидуальных занятиях мы разбираем реальные ситуации, твою речь, ошибки, которые мешают тебе звучать естественно, и те фразы, которые действительно работают в Испании. Запись на следующий год уже открыта, и мест всегда ограничено, чтобы я могла качественно работать с каждым. Если думаешь начать, лучше не откладывай. Пиши мне в Telegram и Instagram, я подскажу все по формату и запишу тебя в расписание. Сегодня ты узнал, почему испанские праздники такие шумные, такие эмоциональные, такие человеческие. Ты понял, почему Новый год здесь? Это не про салюты и елки, а про людей, традиции и маленькие ритуалы. И то теплое чувство, которое испанцы несут через все эти дни. И если тебе нравится узнавать Испанию не как турист, а как человек, который здесь живет, любит страну, уважает ее культуру и хочет понимать людей по-настоящему, оставайся со мной. Здесь полезные видео выходят 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам. Поэтому жми на лайк, подписывайся и напиши в комментариях, что тебя удивило больше всего. Мне будет очень интересно почитать. А сегодня я прощаюсь с вами. И, как говорят сами испанцы в эти дни, nos vemos el año que viene. Hasta pronto.